Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой изящный и нежный комплект на лето. Очень выглядит современно и актуально, и к тому же очень легко вяжется. Мне очень понравилась вот эта вот отделочка по низу такими волнистым узором. В общем-то, топ. Я не буду делать сегодня топ мастер-класс, у меня будет по жакету, как наиболее сложная деталь, я бы так сказала. Но вязание топа, в принципе, вы, если у вас будет желание, вы можете его без труда реализовать, свое вот это вот желание. Сегодня мы будем с вами делать мастер-класс по жакету на 48-52 размер. Будет рассчитано наше с вами описание. Подробнейше, попетельно разберем, сделаем расчеты и свяжем образец нашего узорчика. Вы поймете, что уровень мастерства понадобится вам, в принципе, средний, то есть несложная модель, несложная. Даже можно сказать, что девочки, которые только пробуют свои силы в вязании, тоже вполне осилят эту несложную модель. Вы поймете, что и узор простой для нашего жакетика, и выкройка простейшая. Итак, начинаем с самого начала, с выбора пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Девочки, для вязания жакета я выбрала пряжу Yarnano Jeans. И цвет у нас 74, 55% хлопок, 45 полиакрил и в 50 грамм 160 метров. Вот так выглядит образец узора, который мы будем сегодня с вами вязать. Здесь у нас используется, сразу я бы так сказала, 3 разных узора. Первый это будет кайма, вяжется вот таким вот волнистым краем, да. Ромб у нас будет еще использоваться, и вот такая вот ажурная дорожка с крупными дырочками для красоты. В общем, вот таким образом мы с вами свяжем образец, измерим плотность. И далее будем делать расчеты. Давайте сейчас посмотрим схему этого узора. Итак, у нас с вами схема узора выглядит вот таким образом. Схема нашего жакета. 16 петель у нас раппорт узора составляет, и 1 петля для симметрии идет. На высоту не смотрите, девочки, здесь будет несколько выборочно вязаться. Значит, вот смотрите, с 1 по 18 ряд это ажурная наша с вами кайма по низу, да, такая волнистая, красивая идет, формируется. Вот с 19 по 22 ряд у нас это наши 4 ряда образуют ажурную дорожку. И вот этот ромб красивый, он тоже у нас там чередуется в определенном месте. Все это будет последовательность вот этих наших рядов. Я очень подробно расписываю в описании. Посмотрите последовательность наших вот этих рядов, как там располагаются узоры. Ну а мы с вами свяжем образец. Все условные обозначения у вас перед вашими глазами. Я не думаю, что это будет сложно, потому что они привычные, очень привычные. Девочки, я хочу вам предложить также схему для топа. Она довольно такая тяжелая, я бы так сказала, поэтому я не буду делать мастер-класс по топу. Топ можно связать простой лицевой гладью, либо применить те же самые узоры, которые для жакета, да, используются. То есть здесь у нас сплошные вот эти ажурные ромбики идут. И, в общем-то, если у вас есть желание связать точь-в-точь,
как на модели, пожалуйста, вот схемочка, это для вас, пожалуйста, для продвинутых мастериц, я бы так сказала. Так, мои хорошие, далее, значит, у нас есть выкройка. Выкройка, которую мы будем для жакета использовать, вот так выглядит, как я уже сказала, это выкройка для 48-52 размера составлена. Ширина у нас довольно широкая, 62 сантиметра. Видите, да? Вот. Но она все равно очень-очень простая, да? То есть у нас здесь нет ни проем, мы не вывязываем, по спинке у нас вырез горловины не вывязывается, да? То есть легче простого. Рукав без скоса. Ну, тут скос такой чисто символический, да. В общем, девочки, все подробненько посмотрите в конце видео, когда мы с вами свяжем образец, определим плотность, и там я делаю расчеты. Вы все поймете, там действительно простые арифметические действия. Умножение с применением плотности, да. Я рассказываю, что такое вертикальная плотность и как сделать так, чтобы при вязании ваше изделие после стирки не вытянулось. То есть обязательно смотрите мастер-класс, полностью ничего не пропуская. Много важных моментов, надо, значит, следить за этим, чтобы не упустить что-то, да. Итак, такое вот описание, значит, у меня будет выложено под видео. Здесь все попетельно я рассказываю, да, последовательность, как расположить наши узоры, да, я даже схематично рисую в конце видео, смотрите, там я схематично рисую, как мы располагаем наши петельки при вязании. Вот эта последовательность ажурных узоров, тоже подробно расписываю. Так, ну и в общем-то про левую полочку, про правую полочку, про скосы, все читайте внимательно. И сборочка. Нам останется выполнить плечевые швы. И для крючка, крючочек нам тоже понадобится. Если я вяжу спицами 3,5, то мы возьмем крючок номер 3 желательно, чтобы обвязать борта полочек и края полочек одним рядом столбиков без накида и рачий шаг. Очень красиво смотрится. Это столбики без накида, которые выполняются в направлении наоборот, слева направо. Вот, у углов в углах обычно выполняют 2 столбика в одну петлю, да, то есть, ну, чтобы уголочек такой сформировать. Это все я указала здесь. Так, мои хорошие, про расход пряжи. Смотрите, предполагается, что это будет приблизительно 400-450 грамм уйдет при данной метраже нашей пряжи. Вот. Ну и спицы я уже назвала 3,5 мы используем для вязания. Итак, давайте с вами приступим к вязанию образца. Итак, девочки, будем вязать с вами один раппорт. 16 петель у нас раппорт в ширину и очень большой он длинный, вытянутый в высоту. 48 рядов. Но на самом деле там будет повторение. Вот, например, первый раз мы будем вязать что-то типа планки, да, на 18 рядах первых. Затем у нас будет идти повторение вот этих рядов с 19 по 22, несколько раз, 9 раз. Потом у нас будет включаться вот этот красивый ажурный ромбик. Вот, потом опять будет вот это. Ну, в общем, девочки, мы провяжем с вами всю эту схему, и в описании я буду четко говорить последовательность выполнения каких рядов, да. Сейчас нам надо с вами определить плотность нашего образца. Для этого нам надо связать этот образец, потренироваться к тому же, посмотреть. Всякие нюансы бывают, подводные камни. То есть, в общем, образец в любом случае нужен. 16 петель у нас будет сам образец, плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Итого набираем 19 петель. Я уже набрала, вяжем первый ряд. Первый ряд у нас, значит, начинается лицевая, накид, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Делаем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Для этого я первую, вторую петельку меняю местами. У меня вторая будет поверх первой. Вот таким образом накидываться. И 3 вместе вяжу одной петлей. Опять 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаю накид. Раппорт связан. И для симметрии, как я говорила, одна лицевая у нас, эта же лицевая будет у нас использоваться после того, как мы с вами будем вот вязать несколько раппортов, да, то есть и всегда все должно заканчиваться для симметрии этой одной лицевой в конце вязания нашего, в конце вязаного полотна. Крайне левая. Все четные ряды будут вязаться, как смотрят петли. У нас тут все они смотрят изнаночными. Накиды в том числе вяжутся изнаночными. Третий ряд вяжем. 2 лицевые. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Первые, вторые петельки меняем местами, вторая поверх первой. Размещается. Все 3 вяжем вместе одной лицевой. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, лицевая. Раппорт связан. Для симметрии в конце ряда делается одна лицевая петля, кромочная, изнаночная. 4-й ряд, все петли изнаночные вяжем. 5-й ряд вяжется лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я бабушкины петли вяжу, поэтому вот так петельки меняю местами и провязываю как 2 вместе лицевой. Накид. Раппорт связан. Для симметрии одна лицевая в конце ряда, кромочная, изнаночная. 6-й ряд, все петли изнаночные. 7-й ряд у нас с вами вяжем 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Раппорт связали. Для симметрии в конце ряда лицевая, кромочная, изнаночная. 8-й ряд, все петли изнаночные. 9-й ряд вяжем. Раппорт наш. 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, снова 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, связали раппорт узора и для симметрии лицевая в конце ряда, кромочная, изнаночная, связали. 10-й ряд, все петли изнаночные. 11-й ряд у нас вяжем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, снова накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,
накид и 3 лицевые. Раз, два, три. Связали раппорт. Для симметрии лицевая в конце ряда, кромочная, изнаночная. 12 ряд, все петли изнаночные вяжем. 13 ряд вяжем. 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, 5. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 4 лицевые. Раз, два, три, 4. Так, связали. И в конце ряда 1 лицевая для симметрии, кромочная, изнаночная. Девочки, я хочу повторить, кто не понял, вот эта лицевая для симметрии, она вяжется после всех раппортов, которые вы свяжете, а не после каждого раппорта, да? То есть понимать надо, раппорт – это повторение от данной черты до данной черты. 14 ряд вяжем все петли изнаночные. 15 ряд у нас с вами идут 6 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. И 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Раппорт связан. Для симметрии 1 лицевая, кромочная, изнаночная. 16 ряд, все петли изнаночные. 17 ряд. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 лицевых, девочки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид. 6 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6. Связали раппорт. 1 петля лицевая для симметрии, кромочная, изнаночная. Так, вяжем 18 ряд, все петли у нас идут изнаночными. 19 ряд вяжем все петли лицевые, все до одного. Связали. 20 ряд, все петли изнаночные вяжем. Так, 21 ряд у нас вяжется 7 петель лицевых. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Далее мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 накида подряд. Раз, два. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Связали раппорт для симметрии лицевая в конце ряда, кромочная, изнаночная. 22 ряд вяжем изнаночными накид двойной. Сейчас покажу, как провязываем. Вяжем изнаночный, доходим до двойного накида. В изнаночном ряду двойной накид провязываем как изнаночная первая и лицевая. Или наоборот, лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. И далее опять идут изнаночные. Двадцать третий ряд у нас все петли лицевые вяжем. Все до одного. Самостоятельно вяжем. 23 ряд, все петли лицевые, все.
24 ряд у нас будут вязаться все петли изнаночные. 25 ряд у нас с вами ромб. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых вяжется. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раппорт связан. Для симметрии 1 лицевая, кромочная, изнаночная. Так. 26 ряд вяжем, как смотрят петли. 27 ряд вяжем, девочки. 6 лицевых первых идут. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая. Накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Связали раппорт узора. Для симметрии 1 лицевая, кромочная, изнаночная. 28 ряд, все петли изнаночные. 29 ряд у нас с вами. Начинаем вязать 5 лицевых раппорт. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Снова накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Раппорт связали. Кромочная, так, 1 лицевая для симметрии, кромочная, изнаночная. 30 ряд, все петли изнаночные. 31 ряд у нас с вами идет. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Накид. И еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 3 лицевые. 1, 2, 3. Раппорт связан. Для симметрии 1 лицевая, кромочная. 32 ряд, все петли изнаночные. 33 ряд вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид, лицевая. Накид. Теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Накид. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые. Раппорт связали. 1 лицевая для симметрии в конце ряда, кромочная, изнаночная. Связали. 34 ряд вяжем, как смотрят петли. Все петли, то есть изнаночные. 35 ряд, девочки, вяжем 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. Лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 3 лицевые по центру. 1, 2, 3. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Лицевая. Связали раппорт узора. 1 лицевая у нас за раппортом и кромочная, изнаночная. 36 ряд, все петли изнаночные вяжем. 37 ряд. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. Накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Меняю петельки 1, 2 местами.
вторая поверх первой, все 3 вяжу одной лицевой. Делаем накид, лицевая. Теперь 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали раппорт. 1 лицевая для симметрии, кромочная, изнаночная. 38 ряд у нас все петли изнаночные вяжем. 39 ряд у нас с вами 5 лицевых. Раппорт 1, 2, 3, 4, 5. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Еще 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид. И далее 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Связали раппорт узора и 1 лицевая за раппортом, кромочная, изнаночная. 40 ряд все петли изнаночные. 41 ряд вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт связан. Лицевая за раппортом, кромочная, изнаночная. 42 ряд вяжем все петли изнаночные. 43 ряд это в нашем ромбе заключительный ряд. Так, и мы вяжем с вами 7 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Накид и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раппорт связан. Лицевая за раппортом, кромочная, изнаночная. Связали. 44 ряд все петли изнаночные вяжем. 45 ряд у нас с вами, девочки, все петли лицевые вяжутся. Все. Весь раппорт. Вяжем, девочки, самостоятельно этот ряд до конца. Затем у нас будет 46 ряд все петли изнаночные. 47 ряд у нас 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 накида подряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Раппорт связан. Лицевая за раппортом, кромочная, изнаночная. 48 ряд мы вяжем, как смотрят петли. И смотрите, девочки, там будет повтор у нас. Вот такая ажурная дорожка. Я сейчас провяжу самостоятельно. То есть повтор вот этих рядов у нас будет. 19, 21 там. Или, например, это то же самое, что 45, 47, да, они равны. Вот эти вот ряды, они повторяются. Это ажурная дорожка такая вертикальная, образует вот такую большую дырочку. Тык-тык-тык и вяжется в длину. Делаем влажную тепловую обработку образца горячим паром, утюгом. Обдаю наш образец и тяну его, девочки, энергично, он влажный, податливый в разные стороны. Вправо, влево, вверх, вниз. Края отпариваем тоже, потому что кромочные у нас будут сейчас участвовать с вами в расчете.
Распрямляем наш образец, даем ему в таком состоянии высохнуть. Так, девочки, измеряем ширину образца. У меня получается ровно 10 сантиметров. Кромочные тоже участвуют. Распрямляем их. 10 ровно, девочки, сантиметров. И у нас с вами в образце 19 петель. Ну, тут можно устно посчитать, да, 19 петель поделить на 10 сантиметров. Это будет 1,9 плотности. Запишем. В 1 сантиметре у нас умещается 1,9 петель. Так, теперь по вертикали. Также измеряем с вами длину нашего образца. У нас неровный край, закругленный, поэтому будем делать следующим образом. Измеряем, значит, 25 у меня длинный край и 24 там, где впадина. Ну, 24,5, скажем так. 24,5, берем среднее значение и смотрим, сколько рядов. 47 рядов, 48 я связала. Затем я связала еще. Так, у меня в образце 56 рядов связано, девочки. Мы делим на нашу величину 24,5 сантиметра. И получаю я вот такое число. Ну, скажем так, 2,3 округляем. И пишу я, что в 1 сантиметре у нас получается плотность 2,3 ряда. Теперь эти цифры у нас будут основополагающими при дальнейших расчетах. Итак, смотрим выкройку. Итак, у нас с вами будет использоваться вот такая, девочки, выкроечка. Очень простенькая, как видите, все прямое. Ну, тут небольшой скосик имеется у плеча и вот здесь вот у рукавчика. А так вообще вырез горловины, но еще будем вывязывать по переду. Итак, значит, следующим образом у нас с вами будет постановка вопроса. Сколько петелечек набираем на спинку и на полочке, да? Для этого мы воспользуемся нашими циферками волшебными с плотностью наши расчеты. В 1 сантиметре 1,9 петель. Ширина у нас с вами на 48-52 размер. Будем сегодня рассматривать. Значит, 31, это, в общем, 62 сантиметра. И мы 62 сантиметра ширину спинки умножаем на нашу плотность 1,9. Получаем 118 петель. Ну, округляем. Итак, разобрались. Теперь распределяем наши узоры. Смотрите, девочки. У нас с вами вот эта ажурная полоса. Будет, значит, 16 петель имеет раппорт, да? И следующим образом мы будем с вами ее располагать. Смотрите, предлагаю такой вариант. Значит, кромочная, 6 лицевых петель. Затем у нас идут с вами 3 полосы по 16 петель. 16 умножить на 3, это будет 48 петель плюс 1 петля. Мы, помните, вязали крайне левую для симметрии, то есть 49 петель. То есть 3 раппорта подряд составят, плюс 1 для симметрии, составит 49 петель. То есть таким образом у нас в эти 49 петель заложено 3 раппорта по 16 петель плюс 1 для симметрии. Да? По центру идет 6 лицевых. И далее опять идет 3 раппорта по 16 петель. Плюс 1 для симметрии. Крайняя. Как мы с вами вязали, девочки. 3 раппорта провязали по 16 петель и делаем 1 лицевую для симметрии. Не в каждом раппорте прибавляем 1 для симметрии, а после связанных 3 раппортов. Это очень важно. Просто были такие случаи, когда вот так ошибались. Вот такое вот схематичное расположение. Представьте, что это ваш наборный ряд. И у нас начинаем с права налево, да, вязать. И вот так располагаем наши узоры.
6 лицевых, 3 раппорта плюс 1 для симметрии, опять 6 лицевых, 3 раппорта плюс 1 для симметрии, 6 лицевых и кромочные с двух сторон. Так, с этим мы определились. На любой размер можно такой расчет сделать, то есть регулируем за счет вот этих лицевых петель, девочки. Любой размер можно сделать. Я считаю, что на 48,52 вот такая вот у нас, в принципе, свободный крой. Этот жакет будет шикарно смотреться. Вы, конечно, можете посчитать, что это слишком широко, допустим, кто-то не любит, возможно, широкий свободный крой, да, поэтому на 48 размер можно, конечно, не 6 лицевых сделать, предположим, там, а по 4 лицевые, да, расширить вы можете также до любого 54-56 размера за счет вот этих лицевых петелечек. Расширить, да, то есть не 6, допустим, а 8 сделать и так далее. То есть здесь очень легко регулируется. Теперь смотрите, вырез горловины у нас с вами будет 11 сантиметров, половинчатый размер, то есть 22 сантиметра, умножаем на нашу плотность. 22 сантиметра ширина выреза умножить на плотность 1,9, это будет 42 петли. Очень легко, да? И все, что остается, это плечи. У нас здесь небольшой скос, я вам сейчас рассказывать не буду, как там распределяются петельки. Все будет в описании, девочки, под видео выложено, как его сформировать, этот скос. Также про вырез горловины я никогда не затрагиваю, эти детальные моменты у меня в описании под видео есть. Последовательность закрытия петель выреза горловины и скоса. Теперь для рукавчика переходим. Значит, у рукавчика будем набирать по низу 67 петель. Это 4 раппорта по 16 петель плюс 1 для симметрии и 2 кромочные. Смотрите, 67 петелечек мы поделим с вами на 16. И у нас с вами получится 4 раппорта. 4 раппорта на 16 это 64. Плюс мы делаем с вами 1 для симметрии петлю и плюс 2 кромочные. Вот 67 петель наши, которые нам нужны. То есть там будут у нас идти друг за другом 4 раппорта вот этого узора. Так, и здесь у нас будет небольшой скос. Высота скоса 15,5 сантиметров. И нам надо с вами будет прибавить здесь петельки равномерно. Смотрите, по низу 67, по верху я посчитал 77 петель на наш размер. То есть нашу ширину, получается 41 сантиметр, да, умножала я на нашу плотность 1,9 и получилось 77 петель. Итак, теперь применяем вертикальную плотность, чтобы рассчитать равномерные прибавки по скосу. Смотрите. У нас вертикальная плотность получилась в 1 сантиметре 2,3 ряда. Умножаем наши сантиметры на эту плотность. То есть 15,5 сантиметров надо умножить на 2,3. 15,5 умножить на 2,3. Получим 36 рядов. То есть скос 36 рядов, а прибавить нам надо с вами по каждому скосу 5 петель. Но 10 я поделила на 2, 5 петель. Получаем 36 надо поделить на 5. Ну, можно устно поделить. 36 поделить на 5. Это будет число 7. То есть в каждом 7 ряду мы сделаем с вами по одной петле прибавка. Да? Это легко. Вот. И на общей высоте от планки 43 сантиметра переводим также это в ряды. Любой показатель на выкройке. 43 на 2,3 плотность по вертикали. Это будет 98 рядов. То есть весь рукавчик у нас состоит 98 рядов. Также мы считаем с вами высоту полочек и спинок. То же самое. Также обязательно все вот эти вертикальные параметры в сантиметрах мы переводим в ряды, и когда будем вязать, обязательно руководствуемся рядами. То есть не сантиметрами меряем, да, а рядами. А почему? Потому что вертикальная плотность мы не случайно считали после стирки, после отпарки. Любое трикотажное изделие, вы знаете, вытягивается. Да? И вот эта плотность наша вертикальная, она, в принципе, нас предохраняет от этого вытягивания. Да? Мы его заранее посчитали, мы его заранее определили, эту плотность, да? И мы ее удачно применили
себя как бы обезопасив вот от такого нежелательного явления, как растянутое, испорченное полотно трикотажное, да? Оно становится значительно шире и в длину, и в ширину, в принципе, после стирки. И вот для этого мы, собственно, считаем эту плотность. Кто не знал, вот такая вот небольшая хитрость в вязании. Поэтому вяжем, девочки, с применением технологии, не ленимся вязать образец. Если у вас плотность с моей совпала, это очень хорошо. Вот, ну, обычно она совпадает, да, как бы там спицы очень сильно влияют, номер спиц на плотность, как бы свободно или плотно вы не вязали, разница будет очень несущественной, скажу вам честно. Больше всего влияет размер спиц все-таки на вот это вот моменты плотности, на плотность полотна. Так, давайте теперь про полочки. Итак, мои хорошие, смотрите, полочки у нас с вами будут 60 петель, уйдет на каждую полочку. И располагаем узорчики следующим образом. Левая полочка у нас 6 лицевых, затем также 49 петель ажурным узором, 3 лицевые и с двух сторон кромочная. Итого 60 петелечек у нас получается на каждую полочку. Правая полочка вяжется зеркально левой, да, понятно. Надеюсь, я вам доступно все дело это изложила. Все нюансы, все тонкости будут под видео, да, у вас в инструкции, в описании. Смотрите внимательно, читайте. Размерчики вы, конечно, можете изменять как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Я вам сказала, за счет вот этих лицевых петелечек, которые у нас между раппортами располагают, очень легко там это дело сконструировать, пересчитать, да, с применением плотности и ваших сантиметров, да. Добавляете петельки или убавляете их наоборот на нужный вам размер, на нужную вам ширину полотна. Я желаю вам удачи, желаю вам связать легко и просто данный жакетик, и до новых встреч!